Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфа. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. На Украине зимой из-за энергодефицита появятся города-призраки. Украина рискует осушить свои ПХГ к концу зимы. Украина смогла накопить порядка 8,5 миллиардов кубометров. Если средняя температура наружного воздуха зимой окажется ниже, чем в прошлом году, накопленных запасов газа Украине не хватит. Александр, прокомментируйте, пожалуйста, каковы шансы стать Украине страной-призраком? Если позволите, не буду отвечать на вопрос про страну-призрак, это все-таки больше господам политологам. Поговорим просто про запасы газа, про то, насколько их хватит и почему, в принципе, заговорили о том, что может газа не хватить на этот отопительный сезон. Наверное, опять просто хотят, чтобы газа не хватили, а под этим никакого основания нету. Основание есть. Мы с коллегами по инфотеку посидели, посчитали имеющуюся статистику и пришли к следующему выводу. Если потребление газа на Украине в ходе текущего отопительного сезона будет таким же, как в прошлом году, то к окончанию отопительного сезона на Украине в подземных хранилищах газа не останется ни единого кубометра активного газа. Ну а теперь подробнее. Что за активный газ? Активный газ — это тот самый газ, который вы после окончания предыдущего отопительного сезона и до начала, в общем, текущего отопительного сезона закачиваете в подземные хранилища. Это тот газ, который можно извлечь. В подземном хранилище есть еще буферный газ, который обеспечивает необходимое давление, которое требуется для функционирования этого самого подземного хранилища. Его извлекать нельзя. Можно извлечь только вот этот активный газ. Ну, если вы хотите дальше пользоваться своим подземным хранилищем, не проводя какие-то дополнительные специфические мероприятия. Вот. И в прошлом году к началу отопительного сезона было закачано где-то 12 миллиардов 200 миллионов кубометров газа в подземные хранилища. Кстати, вы можете сейчас увидеть следующую статистику, что в подземных хранилищах Украины накоплено 12,7 миллиарда кубических метров. Получается, что же? Больше, чем в прошлом году? Нет, 12,7 это с буферным газом. А в прошлом году, вот то, что я говорю, 12,2, это активный газ. То есть без учета буферного газа. И вот этот буферный газ вы еще раз извлекать не можете, нельзя, запрещено, не трогаем его. Украина традиционно в лице лучших своих дочерей, сыновей и вообще вот этих вот чудесных государственных мужей рассказывает о том, сколько она накопила газа с учетом буферного. Ну, так получается больше, так как-то, вот, знаете, масштабнее выглядит эта история. Вот. И поэтому нужно проговаривать, что не все, о чем говорит украинская сторона, стоит учитывать. У них на самом деле сейчас менее 8,5 миллиардов кубометров газа. Собственно, отопительный сезон уже начался, отбор уже идет. И это означает, что мы, в принципе, можем уже что-то там прогнозировать. Итак, 12,2 в прошлом году, а по окончанию отопительного сезона там оставалось чуть более того объема, который равен разности между объемами, накопленными в прошлом году, и объемами, накопленными в текущем году. То есть текущие накопления меньше прошлогодних примерно на тот объем, который остался по окончании отопительного сезона. И вывод: если, ребят, вы будете расходовать столько же газа, сколько в прошлом году вы расходовали, значит, у вас газа не останется. Все. Тут есть положительное размышление в этой всей истории. То есть некий проблеск надежды, а именно более низкая активность зарубежных игроков. Дело в том, что украинские подземные хранилища подписания после того, как была подписана Евроассоциация, после того, как были подписаны документы, ну, после того, как была проведена реформа в рамках газового законодательства, подземные хранилища газа Украины стали использоваться зарубежными заказчиками для хранения газа в режиме таможенного склада. То есть, например, какая-нибудь венгерская, польская,
словацкая, неважно каковская компания просто бронирует мощности хранения, заказывает их, туда закачивается газ, который потом извлекается. Таможенные платежи не платятся с этого газа, по крайней мере, ну, то есть они не платят, в общем, в режиме таможенного склада там этот газ хранится. И получается следующая картина, что вот в этом активном газе, который учитывался в начале прошлого отопительного сезона, присутствовала вот эта зарубежная составляющая. Информация об объеме этой зарубежной составляющей несколько разнится. Но если взять некие средние значения вот от того, что нам сообщают разные источники по поводу того, сколько там хранилось, насколько снизилась активность сейчас зарубежных заказчиков, она не полностью пропала, она все еще присутствует, но она ниже, чем в прошлом году, то, может быть, миллиарда два кубометров, которые были накоплены тогда, можно вписать на баланс Украине. То есть, мол, там 2 миллиарда из этих 12 с лишним миллиардов, это были зарубежные, это были, прошу прощения, так, неправильно объясняю. В тех 12 миллиардах были вот 2 миллиарда, которых нету сейчас, которые принадлежали зарубежным игрокам. То есть это те 2 миллиарда, на которые сократилась активность зарубежных игроков. Объемы заказов, хранения газа в подземных хранилищах. Но это, с одной стороны, плюс, так как при прочих равных условиях, то есть если столько же газа потребляется зимой, то значит в подземных хранилищах останется, ну, миллиарда два, а этого самого активного газа. И вроде бы здорово, вроде бы классно, все, проблема решена. Украина не становится страной-призраком, проблем с поставками газа не будет, замечательно расходимся. Но предыдущие две, а то и три, да, пожалуй, две зимы были довольно теплыми. Вот смотрите, была довольно холодная зима 2020-2021 года, после которой начался мировой энергетический кризис. Там целая совокупность была разных событий, но так уж получилось, что год 21 начался с довольно серьезных холодов. Там в Мадриде выпадал снег, знаменитые события были в Техасе, где просто люди без света сидели, потому что в Америке все по уму, там прекрасно организовано электроснабжение, поэтому один из крупнейших штатов, ну, сидел без электричества. Так бывает. Ну, понять и простить. Желательно понять и простить возобновляемую генерацию, которая вообще не при делах, что кто-то сидел без света. Это виновата газовая генерация, давайте ее закроем. Нет, 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 закрывать не надо. Ну ладно, это отдельная история. Мы ее как-нибудь вспомним, мы обсудим еще раз. То есть это была довольно холодная зима. И отборы газа в Европе из подземных хранилищ были больше обычных. Там Европа выходила из этой зимы ну, не с полупустыми, но с запасами и без того очень небольшими накопленными, ну, точнее, были накоплены небольшие запасы к этой зиме, а расход газа был такой, что там где-то 25 миллиардов кубов оставалось. Ну, то есть это немного, это прям вот совсем немного. Там меньше четверти мощности оставалось в этих самых подземных хранилищах. Ну, как бы и чего, да? 25 миллиардов, это ж много. А то и 30, потому что память может немножко подвести. То ли 25, то ли 30 миллиардов там оставалось. Это тем более много. Но проблема в том, что у вас возможности по суточному отбору снижаются со временем. То есть у вас есть максимальный суточный отбор в начале сезона отбора. Ну, потому что давление другое, потому что газа больше. А потом ваши возможности, особенно в тех условиях, в которых функционирует украинская газовая отрасль, ваши возможности по суточному отбору снижаются. И если у вас холода февральские, допустим, сменяются холодами мартовскими, а потом у вас еще хвостик холодов в апреле случается, что уже происходило, то никто вам никакой гарантии не дает. Но зато потом был 21-22 год, теплая зима, 22-23 год, теплая зима. Ну и да, вот 23-24 годы тоже была довольно теплая зима. То есть 3 теплые зимы. Не то, чтобы это было какое-то правило, что после 3 теплых зим обязательно случается холодная, но холодная зима неизбежно возникнет. То есть была, например, холодная зима вот 12-13 годов.
она очень сильно ударила и по Украине тоже. Там были зафиксированы случаи, извините, смертей от переохлаждения. Ну, потому что вот, извините, люди без газа сидели, без отопления. Ой, это 13-й год, это начало 13-го года. Надо ли пояснять, что это было немножко другое и довольно, знаете, травоядное время? В начале 2013 года биржевые котировки в Великобритании поднимались примерно до 800 долларов за 1000 кубов. Для того времени это было что-то вообще просто немыслимое. Как 800? Что такое? И запасов газа оставалось дня на два в Великобритании. Это вот 13-й год. Когда и газа много, и поставки по трубопроводам идут, и Северный поток вот тебе работает, ну все прекрасно. Но холода ударили, так бывает. Вот была зима в начале, ну были холода в начале 21 года. Там после 13 года не 3 года прошло, понятное дело. Но никто не дает гарантии, что эта зима не будет холодной. Да, глобальное потепление и все такое прочее, но глобальное потепление, давайте так, оно разбалансирует погодную норму, если угодно. То есть у вас сложнее становится предсказать, какая у вас будет погода зимой, какие у вас средние будут температуры. Поэтому может случиться вообще все, что угодно. И последнее. А если прекратится транзит газа с 1 января, то в принципе никто не даст никаких гарантий, потому что поставки газа на Украине система поставок газа на Украине формировалась в условиях древней высокоразвитой цивилизации. В рамках этой древней высокоразвитой цивилизации строились газопроводы, которые не в курсе были, что они теперь будут частью ГТС Украины. Они-то думали, что они часть единой системы газоснабжения Союза Советских Социалистических Республик. И вот поставки газа, которые идут транзитом через Украину, обеспечивают необходимое давление, во-первых, в трубе, а во-вторых, если их не будет, то придется чисто физически закупать газ и импортировать его с запада, и прокачивать его, что самое важное, с запада на восток, а это уже совершенно другие режимы работы. Это уже совершенно другие требования к, ну, если угодно, компрессорным станциям, к размещениям этих компрессорных станций, газораспределительным станциям и к прочему, прочему, прочему. Что, собственно говоря, касается газовых поставок. Так вот, дорогие друзья, то есть если транзит действительно прекращается с 1 января, то априори увеличивается отбор из подземных хранилищ газа, а учитывая, что часть инфраструктуры, располагающаяся на Западной Украине, еще и повреждена, притом инфраструктура, которая привязана к крупнейшему ПХГ на Украине, там порядка 17 миллиардов кубов, может храниться, там не хранится, понятно, столько, такие не хранятся, такие объемы, но может храниться. Ну вот. В каком состоянии там сейчас эта газотранспортная инфраструктура, никто не знает, и никто не расскажет, точнее, кто-то знает, но никто не расскажет. Потому что, ну как, туман войны, война путь обмана и так далее и тому подобное. Ну, то есть достоверной информации просто нет. Но если транзит прекращается, мы можем просто вот сразу сказать, начнутся проблемы с поставками газа в самый острый период, то есть зимой, когда газ необходим населению в первую очередь по максимуму. Тут не в промышленности уже будет дело, а в том, что часть южных регионов, например, Одесская область, может столкнуться со сложностями с поставками газа. Просто давления будет не хватать. Ну вот. Так что вот эти небольшие объемы, которые были закачаны, конечно, можно объяснить тем, что, ну, господи, просто иностранные игроки теперь меньше закачивают, но лишь частично можно объяснить этим. А по большому счету, возможно, это связано еще и с повреждением газотранспортной инфраструктуры около некоторых подземных хранилищ. В каком состоянии, непонятно. Еще раз проговариваю я, чтобы было яснее, с какими рисками конкретно Украина может столкнуться, точнее, с какими рисками может столкнуться подконтрольная Киеву территория в эту зиму, в этом отопительном сезоне. Низкие запасы, риск прекращения транзита и риск холодов, которые могут, ну, теоретически могут случиться в январе, феврале, марте, а иногда они случаются даже в апреле. Вот как-то так, дорогие друзья.
Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, призываю вас не дожидаться, пока YouTube заблокируют окончательно, и подписываться на наш телеграм-канал «Геоэнергетика Инфо». Ссылка будет в описании и закрепленном сообщении. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Да, и, дорогие друзья, подпишитесь, если не сложно, на телеграм-канал «Нефтегазовая игра» и на телеграм-канал «Инфотек». На сегодня все. Всего хорошего.